Здравствуйте, с вами Евгений Гиберт, и сегодня я решил записать третью часть об айаваске, потому что во второй части накопилось большое количество комментариев, вопросов, на которые сегодня я, собственно, дам ответы. Видео было, еще раз напомню, о том, чем опасна ayahuasca. Буду прям зачитывать вам и отвечать на ваши комментарии. Сразу зачитываю первый комментарий. Первый комментарий от Джон Фау, и он здесь пишет, у него большой тут комментарий, он здесь спрашивает, что по поводу алкоголя, почему я ничего не говорю об алкоголе. Что-то, ну и не один он, но очень много комментариев, в которых написано о том, что якобы алкоголь разрешен, и я молчу об этом. Ну почему молчу? Говорю, да, алкоголь это яд. От него гибнет очень много людей. Но алкоголь сильно распространен, а айаваска не сильно. Я думаю, что если бы она была сильно распространена, то последствия были бы намного хуже, чем от алкоголя. И то, что легализовали алкоголь, это не говорит о том, что нужно легализовывать айаваску и другие подобные грибы, например, мухоморы. Давайте мы все завезем в магазины и будем заходить в такую лавочку, в которой будут продаваться грибочки, травка, айаваска, корень мандрагоры и так далее и тому подобное. По поводу сахара, употребления сахара. Да, сахар тоже вызывает зависимость, тоже вреден, но он не так вреден, как употребление айаваски. Если вы ее будете точно так же употреблять, как и сахар, я думаю, что последствия будут совсем другие. Это то же самое, что вы будете постоянно курить траву. Да, многие едут на ретриты, чтобы попить этой айаваски и исцелиться от какого-то заболевания, либо от наркотической зависимости избавиться. Да, я согласен, это можно делать. Делайте. Если у вас безвыходная ситуация, почему бы и нет? Потому что некоторым людям это помогает. Но многие же едут туда, чтобы сознание расширить, просветлиться, пробудиться, избавиться от эго. И у многих этого не происходит. И хотя процедура, она очень неприятная, они едут туда потом еще раз. Для чего? Чтобы все-таки, может быть, со второго раза у них получится. У них другие переосмысления идут. Ну и так далее и тому подобное. Но по сути никакого пробуждения не происходит. Вы не задумывались о том, почему это растение произрастает не в России? Это первое. Почему в Перу неразвитая экономика, если они такие просветленные и хорошо развитые? Сделайте для себя материально нормальные блага. Почему этого нет? Вот только возят туристов в основном, чтобы они пили вот эти всякие шаманские напитки. Ну, хотите, езжайте, это как бы дело ваше. Я просто говорю о том, что это не так полезно, как вы думаете. Также о чем я хочу еще сказать. Сам вот этот ритуал, вот эта церемония, она проходит ночью. Если человек хочет получить какое-то светлое озарение, если он хочет просветлиться, либо еще что-то, почему он делает эту практику ночью? Он выпивает эту айаваску, смотрит там на каких-то змей и тараканов, да, которые из него выходят, и потом думает, что он стал пробужденным, либо просветленным, либо у него эго уменьшилось. Но такого не происходит. Есть айаваска, которая основана на лиане, когда вы пьете и просто чистите ЖКТ. Это одно. Никаких галлюцинаций это не вызывает. Это просто неприятная процедура по чистке организма. Да, пожалуйста. Если же вы начинаете мешать с разными галлюциногенами, разные растения, там листья чакруны, есть другие какие-то растения, из которых делают этот напиток. И люди, соответственно, начинают ловить вот эти трипы от DMT. И потом еще утверждают, что DMT – это молекула духа, и поэтому у человека просыпаются какие-то возможности, какие-то способности. Да ничего не просыпается. Вы этих состояний можете добиться сами. И у вас шишковидная железа вырабатывает тот же DMT. Но дело в том, что вам лень, и поэтому вы хотите просто взять со стороны, выпить, и чтобы у вас было все сразу. Такого не бывает.
Если вы запомните, если употребляете вот DMT, вот этот, если он поступает у вас в организм, то вы уже сразу завышаете свой уровень возможностей. И потом, когда вы захотите сделать что-то естественным путем, добиться с помощью практик чего-то, каких-то осознаний, то, что останется с вами, вы этого сделать не сможете, потому что у вас уже уровень был завышен веществом извне. Еще раз по поводу алкоголя и сигарет. Я не являюсь приверженцем употребления алкоголя, либо курения. Я просто не говорю об этом, потому что видео посвящено айаваске. Если вы хотите, вы сделаете видео по поводу алкоголя и сигарет и расскажите, как это вредно. Да, это вредно, да, это легализованные яды. Вот читаю еще один комментарий, у меня спрашивают, откуда я взял то, что у людей шизофрения развивается. Я это взял из практики, из своей практики, люди, которые приходят ко мне на прием. Почему развивается? Может быть, не в связи с употреблением айаваски. Может, у них была она раньше. Ну, что, скорее всего, у них была предрасположенность к шизофрении, а когда они выпили этот отвар, она просто активизировалась. Может, вялотекущая шизофрения была, а стала прогрессирующая. Ну, как бы в любом случае, я не вижу ничего в этом хорошего. То есть, если человек как-то мог жить, как-то существовать, то теперь он, по сути, уже недееспособный. Еще такой вопрос был по поводу, почему айаваска не помогает, почему я так отрицательно настроен на нее и почему я вообще об этом рассказываю. Да потому что проводились исследования, проводились клинические исследования. И здесь их в России не проводят, их проводили в Италии, в институте. У меня есть эти исследования, я их выкладывать не буду, потому что не имею права их выкладывать. 70 человек, объясняю ситуацию, 70 человек собрали, те, которые употребляли айаваску. Естественно, до начала процедуры их протестировали, посмотрели на наличие заболеваний у них психических, посмотрели на наличие каких-то неврозов. Потом они уехали, попили эту айаваску и приехали в институт опять на тест, на диагностику. Практически у всех из 70 человек никаких результатов не было от айаваски. Абсолютно. То есть они с какими проблемами уехали, с такими же и вернулись. То есть смысла в употреблении ее не было. По поводу шаманства. Шаманы пьют этот напиток. Есть шаманы подготовленные, которые уже знают, что они делают. Они пьют эти напитки, чтобы входить в это состояние, чтобы что-то вытаскивать. Да, пожалуйста. Если есть такие у вас возможности, такие способности, или вы хотите там чего-то с помощью айаваски, делайте, но вы учтите то, что вам, чтобы что-то сделать, вам придется постоянно ее употреблять. То есть, если вы сами не можете добиться никаких результатов без употребления каких-то дополнительных веществ, тогда кушайте мухоморы, пьет ту же айаваску. Вот все вот эти вот соберите и вот на каждый случай жизни себе разложите и употребляйте. Очень часто обвиняют меня в комментариях в том, что я непрофессионально подхожу к этому вопросу. Да к чему подходить профессионально-то? К растению, которое, ну не к растению, там два растения, растению, которое вызывает галлюцинации. Что к нему подходить? Его нужно разложить, как он влияет на мозг? Да, влияет определенным образом. Каждый препарат какой-то как-то влияет на мозг. Зачем об этом говорить? Вопрос не в том, что как это влияет, вопрос в том, что какие результаты вы получаете. Вы же ничего не получаете. В Перу посмотрите, чего они добились. У них что? Экономически развитая страна. Может быть, кто-то, кто выпил айаваски, много чего добился в материальном плане, ничего не добились. Если туда едут звезды, они употребляют для определенных целей. Кто-то ищет духовного развития, но что же вы ищете духовного развития в растениях, которые содержат какие-то галлюциногены? Развивайтесь, познавайте себя, и все у вас будет. Зачем вы прибегаете вот к таким средствам? Вы еще меня обвиняете, то, что я непрофессионально к чему-то подхожу, я чего-то запрещаю. Да ничего я не запрещаю, я просто предостерегаю. Потому что разные вещества. Вот раньше индейцы листья коки
жевали, чтобы у них силы были, когда они там охотились, что-то делали. А потом из этого все сделали что? Выделили оттуда вещество нужное, сделали в большом количестве и выпустили на рынок. По поводу айваски то же самое могу сказать. Что там основа? Если вы лечите ЖКТ, то это лиана. Зачем тогда употреблять листья чакруны? Если чакруна, то это DMT. DMT уже выделен. Ну, сами знаете, что это такое. А природный он или он неприродный, эта роль никакой не играет. Еще хотел сказать по поводу, сравниваете айваску с медитацией. Ну, если у вас это одно и то же, ну, медитируйте тогда. Зачем вы тогда пьете айваску? Еще раз говорю, вы просто трудиться не хотите, вам лень, работать над собой не хотите, и поэтому употребляете посторонние грибочки там. Что я хочу сказать по поводу опыта, который вы получаете во время церемонии. Я не пробовал эту айваску, я только разговаривал с людьми, те, которые ее пробовали, я видел отзывы людей, очень много читал о ней. Но смысл заключается в следующем. У каждого опыт свой. И в любом случае он будет свой, потому что у каждого свое развитие, свое эго. Соответственно, и трипы у него будут разные. Но это не говорит о том, что он проходит что-то духовное. Ничего духовного он не проходит. Он может кратковременно просмотреть, допустим, свою жизнь. Его может увести в регрессию. Ну, много чего может произойти во время этой церемонии. Может крыша уехать. Кстати, вы почему-то не говорите о том, что очень многие люди, те, которые в Перу уезжают, они не возвращаются. То есть у них крыша уехала, и их даже найти не могут. Вы об этом молчите, ничего не говорите. Вот кто приезжает, да, там какой-то опыт получил, его там расколбасило, ему там очень сильно понравилось, он там ощутил чувство любви ко всему живому. Да ради бога, у кого-то так, у кого-то по-другому. Зачем это пропагандировать? Посмотрите, весь интернет кишит этими ретритами. Все везут, либо лягушку там посадить, либо айваски попить, про мухоморы. Очень часто сейчас в интернете пишут о том, что это тоже классно и здорово. Ну, в общем, я не вижу просто, чего вы добиваетесь. Вы хотите, напишите в комментариях, чего вы добиваетесь. Вы хотите просветления или чего вы хотите. Вы же с помощью напитков этого никогда не добьетесь. Вы если будете употреблять вещества различные, то вы, наоборот, хуже сделаете. Вы потом самостоятельно не сможете добиться и какое-то состояние достичь. То, которое вам нужно, потому что оно добивается только, если вы сами практикуете, если вы начинаете осознавать себя и свой организм. А когда вы прибегаете к каким-то средствам, чтобы это сделать, это получаете кратковременно. Вы получили уровень определенный, вот он взлетел до туда, а потом самостоятельно вы уже его не достигнете. Поэтому это учтите, что духовный рост здесь у вас заканчивается. Сейчас, конечно, я понимаю, сейчас опять вас пробомбит, вы опять будете говорить, что это не так, но это будет просто ваше сопротивление, потому что вы с этим не согласны, а выпить уже выпили. Я же не просто так говорю о том, чтобы опасайтесь айваску. Я вам это говорю из-за того, что ко мне приходят люди, их немного, их мало. Конечно, их не столько много, сколько алкоголиков или сколько других каких-то людей, которые имеют зависимости. Их мало. Но есть люди, которые приходят именно после айваски, у которых ярко выраженная шизофрения. И они при этом думают, что у них открылся какой-то дар. Если вы сейчас начнете говорить о том, что может действительно у человека дар какой-то открылся, а я, исходя из своей парадигмы мышления, думаю о том, что это шизофрения, это не так. Есть элементарные клинические тесты. У любого психотерапевта они есть. И, естественно, можно выявить и диагностировать шизофрению. Это не экстрасенсорные способности. Я сам занимаюсь различными практиками и знаю, что это такое. Еще один комментарий. По химической структуре DMT схож с серотонином, одним из важнейших нейромедиаторов головного мозга, млекопитающих.
Он, кажется, вырабатывается в небольших количествах человеческим организмом в процессе нормального метаболизма. Но вы же сами пишете в нормальном количестве, в небольшом количестве. То есть в маленьком количестве вырабатывается. А вы набодяжили сразу себе нормальный такой чан и начали пить. В этом-то вся и разница. Еще хотел сказать очень важную вещь. Вот люди, которые выпили айаваску, они потом говорят, что вот у нас такой опыт, мы там столько всего увидели, столько узнали, там с Богом за руку поздоровались. А потом в итоге что получается? Практически у всех, кого я знаю, кто употреблял айаваску, у них базовое чувство – это злость. Если вы проработали эго, если у вас эго растворилось в процессе употребления, откуда у вас тогда такие злые эмоции? Вот просто непонятно. Откуда вас столько набралось, которых пробомбило вот во второй части? Вот непонятно. В этой части, наверное, тоже найдется очень много людей, которых будет бомбить. Ну, давайте в третьей части тоже бомбите. Я вам, кстати, хочу сказать, вы, когда говорите, типа, я хочу хайпануть на вот этом, да у меня даже мысли такой не было, хайпануть. Вы же сами это делаете. Вас бомбит из-за того, что я говорю, хотя я говорю о том, что я знаю, о том, как я думаю. Как вы думаете, вы пишите в комментариях. Я вам даже скажу, что меня пригласили на передачу на «Россия-1», пригласили рассказать о том, что почему я против, собственно, айаваски. Но я не пошел на эту передачу. Почему? Потому что я оставлю скрины под видео, потому что у них на передаче как-то очень странно все завязано. Нет ни вопросов, ни сценария программы, ни договор они не скидывают. Ну, в общем, это явно видно, что подстава. Еще хочу сказать, что, если кого-то я там задел в комментариях, может, кто-то там и в передаче хотел участие принять, то если у вас есть здравомыслие, вы тогда нормально обращайтесь, и мы с вами проведем беседу где-нибудь в какой-нибудь студии. В общем, что я в итоге-то хочу в результате сказать. Я поотвечал на комментарии, на кое-какие, которые более-менее такие были актуальные. Что я хочу сказать? Ни к чему хорошему айаваска не приводит. Если люди едут, чтобы выпить айаваску для лечения, нет, у них безысходная ситуация, то почему бы и нет? Езжайте. Но если вы хотите расширить сознание, получить какой-то божественный опыт, то у вас из этого ничего не выйдет. Вы просто испортите себе жизнь. Сейчас опять будете бомбить с моих слов, но что поделать? Вы не согласны, потому что вы уже выпили. У вас сразу сопротивление включается. Оно бы у вас не включалось, если бы у вас ваше эго было проработано. Поэтому давайте, пишите, я вам отвечу обязательно. Пока.